Все, стоп. Всем привет, вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить бронеавтомобиль Тигр М. Я буду воспроизводить прототип, который участвовал в битве за Харьков. И не путать с битвой за Харьков во время Великой Отечественной войны, я буду воспроизводить модели 2022 года. И я сделаю бронеавтомобиль немножко более мирный, но при этом очень похожий на тот, что был на той легендарной фотографии. Итак, давайте приступать к сборке. А также я вам расскажу историю битвы за Харьков и как применялся этот бронеавтомобиль. Итак, поехали. Передо мной коробка Тигра М в 35 масштабе. Это модель от звезды. Интересно, что бокс-арт сделан компьютерной графикой, и тут тигры едут в некоторой степи на фоне взрыва. Мы можем понять, что это Тигр М по такому высокому капоту, а также по боевому модулю арбалет. Это такой уникальный модуль, который управляется дистанционно из кабины самого Тигра. А на обратной стороне у нас собранная модель. И интересно, что она изготовлена по лицензии ГАЗа. Значит, она довольно детализирована. И автор этой модели тут указан. Это некий Джеймс. В модели 340 деталей. Это довольно мало для такого броневичка. Тут, кстати, указана небольшая справка. И мы можем рассмотреть, насколько хорошо детализировано днище автомобиля и боевой модуль. А также в этом автомобиле можно сделать довольно высокодетализированный интерьер. Давайте приступать к сборке. А купить все необходимое для моделизма и все материалы, которые я использую в этом видео, можно в магазине «Модельная лавка». Например, там есть модная палитра спиртовых красок от Machete и от Gemscale. А применяя этот промокод для своего первого заказа, вы сэкономите 500 рублей и заодно поддержите мой канал. Ссылочка на сайт и промокод есть в описании к видео. В коробке у нас рамочки с деталями. Также есть рамочки с резиновыми колесами, которые довольно неплохо сделаны. Также рамочка с прозрачными деталями и декали, и некоторая сеточка, для которой, наверное, будет специальный трафарет, чтобы мы подобрали ее для передней части автомобиля, и наклейки для зеркал. Также у нас в коробке есть инструкция по окраске, которая предполагает два варианта. И первый из них это парадный вариант, и вариант, который поможет вам сделать автомобиль, как он был на форуме «Армия» 2017 года в парке Патриот. А если вы хотите посмотреть, что было в этом году, в 2023, то на моем втором канале Dasha Technic вышло довольно много видео на эту тему. А как клеить декали, тут есть небольшая инструкция. Так что рекомендую обратить на это внимание, потому что ко мне частые вопросы по этому поводу прилетают в личные сообщения. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и техники есть на моей страничке на Boosty. А также я хочу выразить большую благодарность тем моим спонсорам, которые есть на YouTube, а также в ВК Донат и на Boosty. Благодаря вам я выпускаю видео регулярно. Спасибо вам, что поддерживаете мое творчество. И первым шагом мы будем собирать раму автомобиля. Так, деталь освобождена. И теперь ее необходимо обработать. Для этого я беру вот такой цанговый нож и удаляю остатки рамочки. Этот нож довольно острый и небезопасный, так что им нужно пользоваться довольно аккуратно. И главное не отрезать лишние части деталей, так как сразу ваша модель станет не совсем копийной. И после того, как грубые дефекты я убрала, теперь я при помощи небольшой пилочки надфиля буду доводить деталь до идеального состояния. И помимо рамы я уже успела подготовить два топливных бака. Это детали C14, и они находятся на рамочке C. Соответственно, у меня две рамочки C и две одинаковых детали. И теперь я при помощи клея буду устанавливать эти детали. Для начала я сопоставлю детали со схемой и найду их местоположение. Надо их примерить. И теперь я при помощи клея смажу место контакта. Устанавливаем. Ждем несколько секунд. И деталь приклеена. Готово. За кадром я продолжила сборку рамы и успела установить днище салона на нее. И теперь я установлю внутренности салона. Для этого я подсобрала шаг 5, который подразумевает сборку торпеды, приборных панелей и также тоннеля. И теперь надо просто установить эту деталь на свое место. Видите, у нас тут внутренности практически нет. Так.
И теперь я в точке соприкосновения деталей промажу клеем. Я думаю, этого будет достаточно. Ждем несколько секунд. И готово. Теперь я перехожу к установке сидений. Для начала установим сиденье в салоне. Это водительское сиденье и пассажирское. Значит, интересно, что чтобы их отличить друг от друга, надо посмотреть на такие регулировочные барашки. Они должны быть внутри, ближе к тоннелю. Соответственно, это сиденье водителя. И мы устанавливаем это сиденье на 4 точки крепления. Соответственно, здесь 4 отверстия, здесь 4 штырька. И соединяем их между собой. Готово. И то же самое я делаю со вторым сиденьем. Так, все точки соединены и приклеены. И теперь я перехожу к установке, наверное, патронных ящиков. Они немножко разные. Соответственно, мы одно устанавливаем ниже по колесной арке. И тут тоже вот 2 точки крепления, можно так сказать, основных. Соответственно, вот эту вот выпирающую часть мы ориентируем ближе к переду автомобиля. Соответственно, тут будет такой небольшой свес. Все приклеено. И теперь я установлю сиденья для десанта. У них свои посадочные места. Вообще клей надо капать очень аккуратно и стараться не переливать. А теперь я перехожу к установке боковых панелей корпуса бронелистов. Но перед этим я хочу вам показать, как необходимо сделать переднюю облицовку. Она состоит из 2 деталей, и между ними нужно проложить сеточку. И в наборе есть вот такой вот материал. И его нужно вырезать соответствующим размером. И для этого в нашей инструкции есть специальный шаблон. Мы просто эту сеточку подставляем к этому шаблону, прижимаем, и с помощью цангового ножа я просто вырезаю. И не волнуйтесь, эта сеточка дана с запасом. Если не получится с первого раза, можно попробовать еще раз. Так, прикладываем. Ну, вроде все встает. Посмотрим, как это выглядит с лицевой части. И вот такая у меня получилась передняя деталь. И теперь я буду устанавливать борта. И начну я с установки, наверное, задней части. Для этого тут есть маленькие отверстия и, соответственно, небольшие штырьки. Их надо совместить. Вместо контакта, видите, аккуратно смазываю клеем по всей длине. И пока она не до конца высохла, я думаю, надо приступить к установке боковых панелей. Ну вот уже вырисовывается настоящий бронеавтомобиль. Теперь я перехожу к установке боковых дверей. Наша дверь очень красиво встала на свое место. Вот так. Теперь можно поставить на свое место крышу. Ее я клеить пока не буду, так как я планирую окраску своего автомобиля и последующую установку остекления. И теперь на крышу я установлю боевой модуль, тоже без клея. И в таком виде мой автомобиль отправится в окраску. Начала я окраску Тигра с черной грунтовки от Gemscale. И мне очень понравилось, как сочетается базовая краска NC1200 с черной подложкой в виде грунта на моей предыдущей модели российского бронеавтомобиля. В августе у меня вышло видео с автомобилем Typhoon K. А потом я начала окрашивать Тигр, как я уже запланировала ранее, в цвет NC1200 от Gemscale. И пока это лучший оттенок для современной российской бронетехники. Но вы, наверное, можете видеть, что краска у меня ложится шангренью. И только спустя примерно месяц после этой работы я поняла, в чем оказывается дело. Оказывается, что спиртовые краски от Machete, от Gemscale — это немножко разные спиртовые краски. Дело в том, что краски от Machete я разбавляю фирменным разбавителем от Machete, и в его составе в основном изопропиловый спирт. Я подумала, что логично будет этим же разбавителем разбавлять и спиртовые краски от Gemscale, но оказалось, что так делать нельзя. Краски от Gemscale вообще не терпят воды, и, скорее всего, в разбавителе от Machete помимо спирта есть еще и вода. Например, когда я пользовалась красками от Tamiya, я их разбавляла водкой. Такой же трюк может пройти с красками от Machete, но не от Gemscale. Спиртовые акрилы от Gemscale надо разбавлять либо чисто изопропиловым спиртом, либо же ацетоном. Ну а лучше вообще не париться и использовать фирменный разбавитель. Так что вот такая вот история.
Во время ручных работ мне надо покрасить трос лебедки, решетку фальш-радиатора, а также мне нужно поработать над тросом и шансовым инструментом. По изначальному плану в штурме Харькова должны были принимать участие силы 2-й отдельной бригады специального назначения, 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и части Росгвардии. Это звучит солидно, однако, как окажется после, ни мотострелки, ни росгвардейцы в самом городе так и не оказались. По одной версии, их колонна попала под обстрел еще на подходе к Харькову и встали, а по другой даже не выдвинулись в город. Так или иначе, но бойцы спецназа продолжили действовать согласно плану и стали заходить на Харьковские улицы в одиночку, силами всего 2 рот из разных отрядов бригады. Одна из колонн 2-й бригады спецназа в составе бронеавтомобилей «Тигр» и грузовых КАМАЗов блудит во дворах между старыми панельками по улице Шевченко. Это северная окраина Харькова. Бойцам был отдан предварительный приказ не открывать огонь по гражданским лицам. Но уже в самом городе спецназ столкнулся с иной реальностью. Вооруженные и безоружные местные жители, зачастую без каких-либо знаков отличия и формы, всячески пытались блокировать колонны, разоружать бойцов и перекрывать маршруты движения с помощью покрышек. Спецназ в своих «Тиграх» отчаянно петлял по незнакомым улочкам между баррикад, периодически попадая под обстрел с крыш соседних домов свежесформированной украинской теробороной. Хромированным маркером от Джемскейл я окрашу отражатели фар, отражающую поверхность зеркал и задние световые приборы. Вся ситуация до боли начала напоминать падение черного ястреба, только без самих черных ястребов, прикрывающих спецназ с воздуха, зато со снегом на улицах и метким огнем снайперов украинской нацгвардии, которые поддерживали беспорядочную стрельбу местных жителей из теробороны с розданными тут же на месте автоматами. Украинцы обстреливают колонну из автоматов, а российские бойцы отвечают огнем из кордов со своих «Тигров» и выстрелами РПГ. И поработаю над модулем «Арбалет». Мне нужно черным цветом обозначить ствол и прокрасить патронную ленту. В один момент группа из 4 «Тигров» проходит по улице Сидора Ковпака, а затем по Шевченко и выскакивает в район теперь уже печально известной школы номер 134, где окончательно встает из-за поломок. Противник начинает обстрел такой лакомой цели, и спецназ вынужденно оставляет бронемашины на дороге. Потеряв свой транспорт, бойцы принимают решение организовать оборону в стенах школы, так как им поступает информация о подходе основных сил на выручку. Тем временем украинцы, захватив брошенные рации, начали прослушивать переговоры и даже пытаются выйти на связь по звучавшим в эфире позывным. После этого инцидента принимается решение перейти на полное радиомолчание и начать отход из города. И спецназ пропадает из эфира. Смывкой обозначу рельеф боевой машины. Смывка – это такая жидкая масляная краска, которая рассекается по поверхности модели и затекает в щели и углубления, а темный цвет обеспечивает имитацию объема модели. Большинство групп с боями успешно пробиваются обратно из Харькова. Одно из подразделений под обстрелом оставило свою технику в районе жилмассива Павлова поля на севере города и отходило уже пешком. Однако зашедшей дальше всех группе в районе школы номер 134 повезло меньше всех. Украинцы бросают клич о засевших в школе российских солдатах, и к ее стенам оперативно подтягиваются практически все подразделения противника, находившихся рядом. Бронетехника 92-й механбригады, спецназ полиции КОРД, Национальная гвардия, националисты из Фрайкора и другие разнообразные отряды теробороны. У «Тигров» бронированные стекла, и они имеют зеленовато-синий оттенок. А окрасить большие площади прозрачных деталей довольно сложно, поэтому я воспользуюсь специальной пленкой. Я ее, кстати, использовала во время работы над моделью Тайфун К. Использовать ее довольно просто. По размеру стекла я вырезаю кусочек и просто приклеиваю на нужную деталь. У наших воинов до сих пор нет ответа, почему их отправили на подобную операцию одних, почему снабдили неверными разведданными и почему не наладили взаимодействие с другими подразделениями. Однако все бойцы испытывают гордость за свою бригаду. Противник имел тотальное численное превосходство, позиции в городской застройке и хорошо владел местностью. Но за счет слаженности групп, характера и подготовки бойцов спецназовцы смогли выйти из критической ситуации с минимальными потерями. Спецназ нанес украинским формированиям болезненные потери, как во время попытки штурма школы, так и при отходе из города. А за кадром я нанесла специфические декали, чтобы придать нужную айдентику «Тигру», и я не буду на этом сильно акцентировать внимание. А сейчас я масляными точками разнообразю цветовое восприятие модели. Кстати, у меня с этой моделью возникли некоторые сложности на самом последнем этапе работы. Крыша никак не хотела ровно вставать на свое место, и надеюсь, что этот косяк не будет сильно заметен. Масляной краской методом сухая кисть я подчеркну выступающие детали бронеавтомобиля. И финальная часть работы над моделью – это загрязнение пигментами. Февраль – это не самый чистый месяц для восточноевропейской равнины, так что этот период надо отобразить и на модели.
И вот такая модель тигра у меня получилась. Конечно, модель получилась не без изъянов, но есть к чему стремиться. Поэтому мы собираем каждый раз новую модель и исправляем свои предыдущие ошибки в следующей. И надеюсь, это видео вам показалось интересным и полезным. И история, которая случилась с прототипом этого тигра, оказалась вам довольно поучительной. До новых встреч. Пока-пока.